Всем привет! Меня зовут Мэри Джейн. Я родом из Филиппин. За свою жизнь я пожила в нескольких странах. И последние годы я жила рядом с русскими и в России. В этом видео я расскажу, чем они отличаются от других и что делает их уникальным народом. Поехали! Первое. Русские очень прямолинейные. Я уже говорила об этом в предыдущих видео, что русские не любят юлить и говорят все прямо как есть, вместо того, чтобы подбирать слова, которые никогда не обидят. Вы можете узнать русские, которые не такие, но их гораздо меньше, чем в других. Но на Филиппинах люди будут гораздо чаще избегать неудобных разговоров. Стараться не отказывать прямо, если им что-то не нравится. Среди моих знакомых я считаюсь довольно грубой. Потому что если я не хочу чего-то, то могу сказать как есть, я не хочу. И это реально обижает многих моих знакомых. Хотя, конечно, у меня не бывает таких намерений, увидеть кого-то. И поверьте, это норма общения по всему миру. Филиппины не исключение. Поэтому, когда я начала общаться с русскими, я будто нашла свою стаю. Хотя, конечно, для большинства в мире русские звучат грубо. Мне это скорее нравится. Но не в тех случаях, когда они реально грубят и проявляют неуважение. В этом вообще нет ничего крутого. Второе. Русские смелые. Об этом я упоминала в этом предыдущем видео, что русские не боятся даже тараканов. Как реагируем на тараканов мы? А вот как мой русский друг. Причем не только на тараканов. В комментариях к этому видео мне еще рассказали, что некоторые проверяют ядовитость грибов, поедая их. Если капитан не отбросил, значит грибы были норм. Очень смело. Очень смешно. Но если серьезно, мне кажется, трусливые люди не смогли бы отделить немцев за Второй мировой. Все-таки французов фашисты за 2 недели захватили, а русские им задали жару. В общем, крутые у вас были деды, спасибо им, респект и уважуха. Прежде чем мы продолжим, я хочу сделать небольшой анонс. В следующем видео я расскажу, что мне нравится и не нравится в России. И еще, ребята, я знаю, что многие из вас смотрят мои видео, не подписавшись. Но чтобы мой канал рос и развивался, и чтобы я смогла наконец накопить на танк, мне очень важно, чтобы вы подписались и нажали колокольчик. Вы не представляете, как сильно это помогает каналу расти. Третий. Русские гостеприимные. Каждый раз, когда я прихожу кому-нибудь в гости в России, мне обязательно предлагают есть. Чай будешь? Чай будешь? Будешь чай? Может, конечно, потому что я худенькая, и они думают, что я голодаю. Но, мне кажется, они так ко всем. Очень трудно уйти от русских, не объевшись. Филиппинки очень любят кушать. Так что, мне кажется, Россия – это рай для нас, особенно если дружат с вами. Четвертое. Русские щедрые. Мои русские друзья никогда обо мне не забывают. Мне постоянно что-нибудь дарят, даже когда я не прошу об этом. Просто обо мне время от времени вспоминают и могут подарить что-нибудь совершенно неожиданно. Это очень приятно. Пятое. Русские умные. По комментариям на моем канале я заметила, что многие из вас запросто могут оставить длинные
и развернутые комментарии на несколько абзацев, причем зачастую с глубоким смыслом. Порой мне сложно их понять целиком, но, как правило, я понимаю суть. Это очень отличается от комментариев у наших блогеров, где в основном пишут бессмысленные комментарии или троллят. Это говорит об эрудиции и интеллекте. Но хотя порой бывает горе от ума, и некоторые выдумывают истории. Например, один из комментаторов писал, что я русская, которая прикрывается иностранкой. Я очень много смеялась. 6. Есть еще одна странная особенность, которая мне непонятна. Часто меня будто не замечают в России. Я не знаю, как это объяснить, но люди порой смотрят будто сквозь тебя. Или просто как кто так смотрит мимо, будто тебя не существует. Но когда люди со мной знакомятся и немного узнают, меня начали буквально заваливать комплиментами. Ну и в целом, мне с ними становится очень хорошо общаться. Такого я нигде не встретила. 7. Русские терпеливые. Эта особенность не свойственна только русским. И это есть, например, и у нас на Филиппинах, и во множестве других стран. Но все-таки не во всех. Мы можем очень долго терпеть несправедливость, о чем говорит высокий уровень коррупции в наших странах. Некоторые зрители из Украины, полагаю, станут язвить в комментариях на этот счет. Но я бы не стала этого делать на их место, потому что у них примерно та же ситуация. Так что, ребята, мы все в одной лодке. Надеюсь, когда-нибудь наше с вами гражданское самосознание вырастет, и этой заразы станет меньше. А теперь вы можете посмотреть вот это видео.